Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный творческий мир, и сегодня я буду делать панно из джута в виде дерева. Давайте приступать. Недавно перебирала свои товары для творчества и нашла вот это пяльце, которое покупалось года 2 назад как раз таки для этого панно. Но потом до него очередь так и не дошла, но раз уж оно теперь попалось мне на глаза, надо все-таки осуществить задуманное. Итак, берем пяльце или вырезаем круг из картона и полностью обматываем его джутовым шпагатом, периодически проклеивая термоклеем. Можно использовать другой клей, такой как, например, полимерный. Ну вот, основа готова. Двигаемся дальше. Приступаем к стволу дерева. Для этого берем одинаковые нити из джутового шпагата. Я свернула 38 одинаковых нитей, пока я не отрезала их друг от друга. Потом, конечно, кончики надо будет разрезать. Вы можете взять длину максимально в 1,5 раза больше, чем диаметр пяльца. Я взяла на глаз чуть больше, поэтому у меня осталось много лишнего. Но, как говорится, чтобы не портить джут зря, много не берите лишнего. Оно не понадобится, потом все это будет отрезаться. Итак, я скручиваю эти 38 нитей вот в такой легкий жгут. И нижние кончики приклеиваю в виде веера. Это будут корни моего будущего дерева. Все приклеиваю на термоклей. Лишнее я потом обрежу. Пока главное зафиксировать низ. Ну вот, корни приклеены, обрезаем ненужные нитки. Можно обрезать вплотную к основе, я же оставляю примерно сантиметр. Потом аккуратненько подровняю, чтобы все кончики были ровные, и все. Теперь разрезаю кончики на противоположном конце моего ствола. И теперь начинаем формировать крону дерева, собственно, самое главное. Для начала скручиваем все это в жгут. Это будет у нас основа, ствол, а потом постепенно беру от него пряди нужной мне ширины и формирую веточки, крону. Скручиваю там, где мне этого хочется. Если не нужно, не скручиваю. И приклеиваю по одной, по 2 ниточки, в зависимости от того, как вы хотите сформировать свою крону. Чтобы это было более густое дерево или чтобы веток было мало, тут уже решать вам. Нити старайтесь приклеивать так, чтобы они были натянуты. Тогда дерево будет плотным и будет хорошо смотреться и иметь четкую форму. То есть ниточки натягиваем. Вот когда вы все сформируете, всю крону, они должны быть как струны все натянуты. А лишнее мы потом обрежем и с обратной стороны подклеим аккуратненько, чтобы не было видно кончиков. Не переживайте, если вдруг какую-то веточку вы приклеили не туда. Я скажу вам по секрету, что уже после того, как я все сделала, обрезала лишние нитки, подклеила их с обратной стороны, мне потом показалось, что у меня дерево какое-то слишком редкое, что одни стволы и очень мало веток. Из-за того, что я скручивала по несколько нитей, чтобы сделать такие небольшие стволики. Я потом их отклеила, раскрутила, чтобы у меня было как можно больше мелких веточек, мне захотелось. И переклеила, и ничего страшного, следов почти не осталось, но зато потом меня это дерево полностью устраивало. Ну вот, теперь, когда все веточки приклеены, переворачиваем на изнаночную сторону, подгибаем каждую веточку, то есть каждую нить джутовую, подклеиваем с обратной стороны на вот этот ободок и затем обрежем вплотную уже к ободку, к пяльцу. И так поступаем со всеми нитями. Лишнее обрезаем. Как я уже говорила, вот видите, у меня осталось достаточно много лишней длины, лишних ниток. Зря только джут использовала, поэтому не повторяйте мою ошибку, не делайте такую длинную заготовку для дерева изначально. Еще немного подровняю корни, чтобы все было ровненько, и приступаю к декору кроны.
У меня в запасах всегда есть различные искусственные цветы, так как для декора они идеально подходят во многих ситуациях. И вот у меня в пакетике лежали вот эти пластиковые веточки с мелкими фиолетовыми цветочками. Я снимаю цветочки с веточек, веточки мне не понадобятся. И вот этими цветочками, темно-фиолетовыми и посветлее оттенок есть, я буду декорировать ветви дерева. А также вот этими красивыми бусинами зеленого и такого сиреневого оттенка. Начинаю с цветочков. Сначала приклею темно-фиолетовые, затем светло-сиреневые, чтобы было два перехода оттенка. Они близкие, родственные цвета. Вот у меня уже крона зацвела. После того, как все цветочки приклеены, между ними приклеиваю также на термоклей бусины. Зеленые у меня, наверное, будут имитировать зелень, а вот эти сиреневые также будут очень близки к цветочкам. Но для зелени я, пожалуй, еще добавлю немного мелких пластиковых листочков. Просто обрезаю их с веточки и приклеиваю на свое дерево. Эти листочки очень-очень мелкие, смотрятся достаточно интересно, как на весеннем дереве. Но мне показалось, что их недостаточно. Поэтому я, пожалуй, возьму веточку покрупнее, где листочки чуть-чуть побольше, и приклею еще несколько листочков покрупнее. А пока очередь сиреневых бусин. Вы знаете, они так красиво выступают на панно, и благодаря этому оно не смотрится плоским, создается объем. Беру более крупные листочки и распределяю их по всему дереву. Я думаю, на этом можно заканчивать с декором. По-моему, всего достаточно, а петелька на этом панно не нужна, так как его и так легко повесить на любой гвоздик. Вот такое панно из джута в виде дерева у меня получилось. Надеюсь, вам пригодится мой мастер-класс. Огромное спасибо всем за подписку, лайки и комментарии. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго, здоровья, мира, добра и благополучия. Ну и, конечно же, как всегда, творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. Пока-пока!